Всех приветствую в клубе медоедов. Очередное заседание. Сегодня мы разберем высказывания публичные Павла Щелина, который... Почему мы этим занимаемся? Павел долгое время позиционировал себя как хороший русский и поддерживающий человек Украину, но в определенный момент он переобулся и сейчас занимается откровенной пропагандой и дискредитацией Украины. Вот. Сегодня мы разберем основные моменты его этой деятельности. С нами сегодня Виктор Кореневский, Ната Устименко и Миша Штейнбек. Витя, тебе слово. Да, всем привет. Паша, как известно, начинал вообще формироваться как медийная личность в украинском информационном поле, и после полномасштабного вторжения там, он выступил как бы категорически поддерживая целиком и полностью Украину, которая тогда оборонялась, но постепенно начал шататься, скажем так, вызывать разные подозрительные вопросы, и все точки над «и» он расставил буквально вот этой весной уже. Я даже зачитаю его пост. Там якобы у него в телеграм-канале уже какие-то есть админы, которые ведут этот телеграм-канал и задают ему вопросы. И вот у них якобы развернулась такая дискуссия о том, что он же поддерживал изначально Украину, и как же так изменилась позиция. И то, что вот он там, цитирую слова: «Если же про конкретные события, которые заставили меня прямо посмотреть своим ошибкам в глаза и от которых я не смог отвести взгляд, то основные в хронологическом порядке это: обращение с пленными в первые же месяцы войны, убийство Дарьи Дугиной, нарисованные на украинской технике имперские орлы Третьего Рейха, атака на церковь, некрофилия Украины, шрифты из трупов, торты в виде младенцев». То есть это буквально весь набор как бы российского телевидения. И когда Павел сегодня пытается себя позиционировать, как бы такая нейтральная сторона, которая просто делает акценты там на ошибках якобы России и Украины, то буквально эти тезисы, они уже демонстрируют, куда он как бы клонит, и само использование буквально этих слов, оно уже говорит о многом. Поэтому, когда Павел вот так вот он виляет, мы даже можем заметить то, что он, допустим, Россию особо даже так и не критикует. Он в своих подкастах в любой момент, куда можно и нельзя, он буквально пытается всунуть туда Украину, как-то это задеть. И даже в некоторых своих там постах в своем телеграм-канале он даже писал тезис о том, что Россия на данный момент из сторон, которые находятся в противостоянии, является наиболее свободным государством. То есть, серьезно, как бы почему-то любая какая-то более-менее конструктивная критика, она всегда звучит от людей, которые находятся за рубежом России. И Павел, который, если он сравнивает вообще противостояние там Запада совместно с Украиной против России и ее союзников, то вообще удивляет, почему Павел тогда до сих пор находится в этом страшном, угнетающем, вообще умирающем Западе, да, где там просто эти страшные гностические течения там всех порабощают, и вот он как бы там до сих пор сидит. Не будем там рассказывать о том, что его как-то там подкупали или еще что-то, у нас нету этой информации. Там, может быть, спустя какое-то время он скажет, ему там как бы, не знаю, там белорусское КГБ угрожало каким-то образом, поэтому он начал вот такую позицию занимать. Но на данный момент, очевидно, вот основная от него угроза, то, что он позиционирует себя как такая независимая третья сторона, он, откровенно выступает, скажем так, в этой информационном этом противостоянии на стороне России. И самое главное, то, что некоторые люди из украинского медийного пространства, они до сих пор тянут Павла к себе. Почему тогда они ради хайпа не пригласят, не знаю, Скобееву, там, Соловьева уже сразу? Да их бы стерли бы, просто был порошок украинское общество. Но так как Павел это вот такой вот засланный там хороший русский, вот он просто капелька за капелькой вот так вот своим ядом отравляет, да, вот эту бочку с водой под названием украинское медийное пространство. И в последующем это может нам очень и очень сильно аукнуться. Что там на этом уже добавить?
Дивіться, я можу додати, звичайно, і я, напевно, буду свою лінію вести від того, що мене, ну, не перше, що мені кидається в очі, в принципі, в риториці цієї людини. Він займається такою штукою, яка називається confirmation bias, це називається, по-моєму, українською підтверджувальне упередження. А у його випадку це скоріше не упередження. Мені здається, що це не якась там так звана там когнітивне кривлення чи когнітивна хиба. Мені здається, що це він свідомо робить. І що я маю на увазі? Те, що він просто бере якийсь засновок, вже готовий висновок, і під нього підганяє свої тези, підганяє фактологію. Тобто в мене є умовно Україна не здатна равності, Україна органічно не сумісна із державністю. Я до цього упередження підганяю факти. Це таким можуть займатися люди, якісь так звані звичайні люди, я не знаю, люди, але людина, яка називає себе філософом, мислителем, ну, коли вона таким займається, це, по-перше, його статус знижує, як мислителя, так званого, таким навіть не знаю, ну, просто освічені люди не займаються, бо це зашквар. А по-друге, я не знаю, як можна слухати, будучи в адекваті, як можна цю людину запрошувати під видом, ну, такого аналітика на якісь там свої так звані аналітичні програми. Я кажу зараз, ну, про наше медійне поле українське. Це перше. Друге, якщо подивитися на широко, про що говорить, то от його упередження про там нашу несумісність з державністю. Він просто це підводить до того, що от Україна та держава речі несумісні, і якщо в Україні не буде своєї держави, то що і залишається робити? Ну, за методом виключення, все, вона має там об'єднуватися з Росією або просто передавати бразди правління Росії. Але це дуже слабка позиція, знову ж таки, тому що якби Росія мала б якусь, ну, в своїх засадах Росія як проект мала б якусь круту ідею під собою, або ту ідею, до якої, ну, вона треба було б іти, якусь ціль перед собою глибинну ставила, надихаючу, то, в принципі, то нею не треба було б і займатися. Нате, здається, пропав інтернет. Вітя, продовжиш? Да, я подхочу, кстати, этот тезис о том, что якобы украинцы там они не способны создать государство. Мне даже один из моих подписчиков присылал видео, то есть вот это тоже как бы такой маркер о том, что на него работают, ну вот, когда начинаешь какую-то вообще поднимать тему, где-то упоминать Павла Щелина, там сразу как бы начинают ботафермы работать по полной программе. И можно увидеть, как на разных каких-то непонятных вообще безликих площадках существует огромное количество там видео, которые нарезаются с его тезисов. И вот одно из таких видео мне тоже сбрасывали, там, где он рассказывает о том, что украинцы не способны создать государство. Ну так, во-первых, что он подразумевает под государством? Павел сам критикует модерновое государство, как, ну, западное, как явление, о том, что это творение сугубо гностицизма. И вот он утверждает о том, что украинцы как бы его, ну, отвергают или как так. Он же сам утверждает о том, что это отрицательное явление. К тому же, это как раз-таки манипуляция. То, что сказала она, там просто берет как бы уже определенное утверждение и под это все подтягивает, как бы интерпретирует факты. Я сам в своих там выступлениях, да, на эфирах говорил о том, что украинцы это внемодерновое общество. То есть мы не прожили вот этот урбанизированный вот этот котлован средневековья, когда закладывались вообще основания такого европейского самоуправления. Также мы не прошли вот эту унификацию эпохи модерна, когда, да, через вот эти гностические, как сам Павел говорит, прокрустовые ложи просто культурно унифицировались общества. Вот у нас этого не прошло. И даже наша вот эта вся коррупция, это же инструментарий выживания. Вот то, что мы находились в других проектах, вот наша основная часть населения, она вот так вот выживала.
И современное государство, там, если, ну, возьмем вот современную Украину, это можно назвать вот такой вот европейский классический костюм тройка. Да, вот тройка как три ветви власти. Вот мы его приодели, но все равно наше как бы прошлое, наша ментальность, наша культура, она все это выдает. Но так тогда Павлу надо сразу упоминать и о том, что Россия это тоже, ну, общество в России, оно тоже внемодерновое. И исторические наши вот эти разбежности, в которых мы формировались, они привели как раз-таки к тому, что у нас есть проблемы с длительной самоорганизацией. На коротких отрезках мы крайне эффективны. То, что продемонстрировали как раз-таки во время вторжения России. На длительном промежутке, да, у нас начинают вот эти разные тенденции нас как бы растягивать. Но в России, в их историческом контексте, там сформировалось общество, для которого тоже, вот они сейчас приодели этот европейский костюм, но там любые либералы заканчиваются буквально за 6 месяцев. Это демонстрирует вся их история. Там постоянное вот это единовластие и, то есть, вот эта жизнь батраков, которая их целиком и полностью постоянно устраивает. И чем больше, как бы, ну, у них это даже в культуре проявляется, там, бьет, значит, любит. Ну, это вот целиком и полностью из российской культуры. Поэтому, когда Павел начинает говорить о том, что вот украинцы какие-то не такие, вот снова-таки он делает акцент, да, как бы интерпретирует какие-то наши там исторические особенности, нашу ментальность под свой тезис. А о России он постоянно как бы вот так вот красиво умалчивает, уходит от каких-то ответов, хотя позиционирует себя как третья, как бы ни в чем не заинтересованная сторона. Можна я трошки перед Мішою вставлю пару слів? Просто я не знаю, на якому моменті мене вирубило, я повторю свою крайню тезу про те, що якби Росія як проект ставила собі якісь амбітні цілі і послуговувалася якимись інакшими цінностями, крім якомусь сліпому служінню будь-якій владі, яка б вона не була, то до Росії б самі люди тягнулися, і не треба було б займатися такими речами, як там розповідають, що хтось органічно не здібний до державництва, державотворення, і значить за методом виключення все, безальтернативне рішення тоді переходить під Росію. Тобто це дуже слабка позиція. Як умовно, давайте подивимося, як зараз люди плачуть за Римською імперією чи за Британською імперією. Їм, вони ці імперії згадують як щось таке дуже круте, не від того, що вони там, не знаю, зараз погано живуть або їм щось не імпонує, а від того, що імперія задавала якусь глобальну ціль і послуговувалася інакшими, ніж консюмеризм цінностями. От така от штука. І ще одна річ. Він постійно говорить про гностицизм, про те, що модерн – це гностичний проект і так далі подібне. Але ж він оцей дискурс, коротше, не він його починав. Він оцю ідею, не вкрав, він її запозичив або надихнувся від протидиякона Кураєва. До речі, Кураєв, якщо подивитися його лекції на Ютубі, він такий, мені здається, він більш глибокий, ніж Щелін. Це моя суб'єктивна думка, його цікаво послухати. І Кураєв не настільки бачить цю проблему гностицизму, як мені здається, такою тотальною. І він її набагато, як мені здається, раціональніше пояснює, він багато посилається там на різні теологічні дискурси і подібні речі. І якщо я не помиляюся, то Кураєв виїхав з Росії чи то в 2022 чи 2023 році, коротше, в нього там є стаття за дискредитацією російської армії. Його ж там відлучили від цієї російської церкви і так далі. Мені просто здається, що Щелін, якщо він має якісь прямі конекти із ФСБ, то він свідомо цей дискурс перебрав. Від того, щоб просто, по-перше, до себе увагу привернути, по-друге, просто на цей дискурс, на цю штуку, його фішку з гностицизму можна списувати все буквально.
Тобто, ну, це той самий confirmation bias, тільки вже з гностицизмом. Береш купу різних фактів і розповідаєш, що це все гностицизм, а гностицизм це що? Це щось дуже погане, і це як автоматом єресь або щось таке. От. Ну і в пропаганді тут це дуже якби зручно таким займатися. При тому, що це вже в головах людей звучить як мем, як якась річ, яку не треба особливо пояснювати, і яка викликає якісь такі образи негативні одразу. Я бы тут хотел отметить, что Павел, когда рассказывает про агностицизм, да, и там про проблемы Запада, значит, что западная цивилизация зашла в тупик. При этом он очень часто сам прибегает к агностическим категориям, там называет мир тюрьмой, все делит там на добро и зло, то есть он упрощает мир современный такой сложный, он там рассказывает про силы зла, про силы добра, значит, то есть абсолютно в агностицичной такой вот философии, идеологии оперирует этими терминами. И когда он говорит там про Украину либо про Запад, он придает этому там негативную коннотацию. Когда же он говорит, что вот мы там какие-то просветленные, там, которые вот знают, как это все починить, и мы, значит, там стремимся построить какой-то лучший мир, он там придает этому положительную какую-то коннотацию, причем это тот же самый гностицизм, о котором он говорит, вот такое мышление. Ну так Павел же, он, вот то, что говорил, он постоянно как бы делает акценты там на Западе, на Украине, но он же целиком и полностью вообще умалчивает факт того, то, что российский мифодизайн, он же целиком и полностью сформирован тоже под влиянием гностицизма. И, ну, это общеизвестный факт о том, насколько еще там при крещении Руси именно вот этот северо-восток он находился под влиянием так называемого богомильства. Ведь очень многие аспекты христианства как раз-таки они просачивались на территорию Руси из Болгарии, и крещение Руси оно происходит как раз-таки в момент правления Византии императора так называемого Василия Болгаробойцы. Это такой вот пик вот этой средневековой Византии, когда уничтожается просто болгарская государственность, а на тот момент, важно же понимать, даже в политике идентичность, она зависела, буквально политические партии формировались по религиозным каким-то основаниям. И богомилы, они просто там, вот эта партия вся, они начинают разбегаться по всей Европе. Партия, там часть, которая начала мигрировать в Западную Европу, они там превратились в последующем в катаров, в альбигойцев, в это так называемые там крестовые походы начала 13 века. И там, в последующем с добавлением там уже авероизма и прочих разных философских течений, оно под конец там средневековья начало влиять уже на формирование вот этого нового времени и эпохи модерна. Но на Западе это все ушло, скажем так, в утопизм. То есть по мере секуляризации западного общества, вот этот весь взгляд на то, что мир, он несовершенен, материальный мир весь, они начали двигаться путем, формирования вот этих прокрустовых лож, когда они пытались как-то унифицировать там западное общество, но они пытались сформировать там идеально некое государство и подогнать индивида под какой-то там, под некий шаблон. В то же время та часть богомильства, которая постепенно мигрировала в Русь, это общедоступная информация. Там она известна даже среди многих историков, исследователей с Академии наук России. Они, то есть эти все публикации, вся эта информация, она целиком и полностью вся в публичном доступе, то есть это все можно прочесть. Есть там исследования даже, которые публиковались там и в каких-то научных изданиях в Минске, в которых до 2014 года даже публиковались там свои
публикации там оформляли члены Академии наук Украины еще. То есть это даже признано на международной арене издание. И там есть исследование, если не ошибаюсь, за 2016 год из Академии наук России о влиянии богомильства. Как раз таки на вот это так называемое великорусское ядро. Это все можно проследить в летописях, это так называемое движение волхвов, так как изначально это подразумевали как восстание неких язычников, но в последующем поняли то, что волхвами называли всех, кто не был ортодоксальными христианами. И исследователи даже там конца 19-го, начала 20 века, они отмечали удивительное сходство вот этого всего фольклора в великорусском ядре с разными там мифами богомильства, которые целиком и полностью это смесь как бы такого христианства с гностицизмом в рассмотрении того, что материальный мир – это целиком и полностью творение злого демиурга. И в последующем это все отражалось в формировании так называемого там российского символизма этого в литературе, серебряный век российской поэзии. Это все в последующем влияло на мистический анархизм. Там. Это можно даже увидеть там в советских писателей. То есть это все доступно. Но Павел об этом просто умалчивает. Но почему как бы он об этом молчит, как по мне? Потому как на территории России это как раз-таки ушло в гностические, хеллистические течения. В прямом смысле слова ожидание конца света. И это все можно проследить в ряде самых разнообразных памятников литературы, которые сохранились, там летописи, там прочие упоминания. Под влиянием богомильства в последующем сформировались все эти старообрядцы, там разные там скопцы, хлисты, все эти секты. И вот это вечное ожидание конца света, это же выступление Путина. Весь мир разгорит в огне, а мы же святые, мы пойдем сразу в рай. Вот это напрямую мышление России. И самое интересное то, что там же произошло тоже такое обоготворение материи. Они смешали культ плодородия Земли вообще с культом Богоматери, назвали это там православным дионисийством. И вот когда мы смотрим, Россия рассказывает о каких-то христианских ценностях, и на востоке Украины она просто стирает с лица земли даже все там христианские какие-то сооружения. То есть она просто бросает в топку людей и все стирает с лица земли. Ну так они сотрут то же самое все и в Киеве. Когда там Паша рассказывает о ценности Софии Киевской, там лавры и пошло-поехало, да зачем тебе какая-то вообще культура, если вы ожидаете прихода конца света, если вы в рай себе попадете после атомного пепла? Ну, це ж Да. і є оця штука в тому, що я дуже коротко. Риторична позиція яка? Я виступаю з позиції абсолютного добра. Все, що я вважаю абсолютним злом, тобто все, з чим я не погоджуюся, я зразу маркую гностицизмом. Гностицизм – це дорівнює абсолютне зло. Я з позиції всезнаючого сам розповідаю, що є зло, а сам себе не критикую. Ну, будь-яка позиція, якщо ти хочеш щось довести, як це робиться, ну, по-нормальному, я не знаю, навіть в школі так вчать. Якщо ти маєш якусь тезу, то пошукай в джерелах якісь її спростування або критику цієї тези, а не навпаки. Це перше. Друге, звертаючись до того ж християнства, ми знаємо, що є така річ, як первородний гріх, і що він є, є характеристикою будь-якої людини, що він всім іманентно присутній у всіх людях. Навіть те, що було пришестя, і Бог наче викупив людей від цього природного гріха, але наслідки все одно залишилися. І Шелін, будучи таким так званим суперхристиянином, чомусь це до уваги не бере і критикує всіх підряд з позиції того, що він, точніше не він, а як там, не знаю,
російська сторона це є джерело такої абсолютної істини, яка не може помилятися і ну, щось таке подібне. Да, Міша. Мгм. Я хочу как раз вот на его риторике сконцентрироваться. Из одного из последних видео, где он, ну, прям вообще сорвал все маски и начал вот эти тезисы проталкивать, что украинцам там не нужно государство, там никогда не нужно было государство, и вот это вот все. То есть, ну, это уже прям откровенная как бы дискредитация и пропаганда против Украины. И Павел же называет себя политическим философом, да, как философ, начитанный, там, знакомый с трудами, изучавший философию, там, имеющий, как он там говорит, что какие-то степени по философии, он, ну, должен знать логику очень хорошо. И в его риторике куча логических ошибок. Учитывая его бэкграунд, я делаю вывод, что он их делает специально. То есть он знает, как это работает. Как философ, там, хорошо образованный, он не может не видеть этих логических ошибок в своих собственных рассуждениях. Тогда как бы если он допускает эти ошибки неосознанно, значит, у нас вопросы к его квалификации как философа. И я отталкиваюсь, что квалификация у него высокая, я много его очень выступлений слушал, поэтому я делаю вывод, что он делает это специально. Хочу разобрать там часть логических ошибок, которые были вот конкретно вот в этом видео. Я думаю, что там ссылку вы найдете, мы напишем в описании название, как оно называется, чтобы не ставить ссылки, не попадать там под страйки и тому подобные вещи, которыми подобные ребята могут заниматься очень легко. Вот, вы найдете, посмотрите, чтобы сверите там с тем, что я сейчас буду говорить. Первое у него логическая ошибка, ложное обобщение. Павел говорит, украинцы последовательно говорили о том, что им не нужно украинское государство. Во-первых, это ложное обобщение, то есть он здесь подгоняет смысл, что если какие-то украинцы говорили, значит все украинцы так думают, что не может быть фактом. Он же не всех украинцев опрашивал по этому вопросу, там не было у нас референдума на эту тему, чтобы мы могли сказать, вот большинство украинцев, значит, вот факт. Вот так высказались. При этом он не приводит никаких доказательств этого аргумента. То есть это просто вот голословное такое заявление, вот украинцы, значит, вот так, по словам Павла, на что он опирается, он не говорит. Второе. Ложная дилемма. Утверждение Павла. Заберите свое украинское государство, сделайте его вассалом этих структур, он тут подразумевает ЕС и НАТО, нам, пожалуйста, вот без виз, и мы сами уедем туда, где уже есть нормальное государство. То есть, возможно, кто-то так думает, возможно, много кто так думает. Но здесь Павел ставит ложную дилемму, что есть два варианта. Ты можешь думать только вот так, либо там быть ярым патриотом, значит, выступать за украинское государство, не замечать никаких там проблем украинской государственности. Опять же, манипуляция специальная, логическую ошибку он такую допускает, чтобы дискредитировать украинское государство и украинское общество, потому что истоком государства всегда является там народ, который формирует какое-то общество. То есть тут он вот пытается вот так вот, значит, поставить или, либо бегство, либо, значит, там внешнее управление, и как бы других вариантов он не предполагает. Третье. Аргумент к народному мнению. Ну, у него там через все это проходит тема, что какие-то мифические украинцы, значит, как-то думают, что-то говорят и что-то заявляют. Инвестировать в собственное государство – это не украинская история. То есть, ну,
откуда он это взял, как бы, что нет истории там, что украинцы инвестируют не только капитал, но и как бы свои там силы, жизни. Сейчас колоссальное количество людей воюет, и мужчин, и женщин в силах обороны Украины инвестируют самое дорогое, что у них есть, это их жизни в государство. У нас там больше миллиона в армии, 1200-250 активно берет участие в боевых действиях. Где он это взял, опять же, непонятно. То есть это еще ладно. Там, допустим, там много людей так думает. Но вообще-то популярность идеи не говорит об ее правильности и там о том, что она там внедряется. Да, Павел хороший пример того, как работает российская пропаганда, которая эти самые идеи распространяет и навязывает неокрепшим умам. Следующее. Апелляция к традиции. Утверждает Павел, государственное начало, государственная идея непонятна украинцам. Ссылается на культурный код. Какой такой культурный код? Ну, это очень удобная позиция исходить из такой... Еще, наверное, тут вы мне, ребят, поможете, но это, по-моему, такой времен Российской империи еще миф о триедином народе, значит, старший брат, вот великороссы, эти, значит, там малороссы и белорусы, вот непутевые, значит, такой аналог английского бремени белого человека. То есть, значит, они цивилизаторы, там нас, таких вот непутевых и недалеких, как-то там облагородили, принесли там государственность нам, культуру и так далее. Причем при этом откидывается там куча исторических фактов, начиная там от того, что там великороссы и малороссы – это калька на Древнюю Грецию, где была Малая Греция, исток вообще всего эллинизма, который потом распространялся по колониям, которые назывались Великая Греция. То есть Великая Греция – это были колонии Малой Греции. И эта калька взята оттуда, потому что калька это придумана по большей степени, если я не ошибаюсь, православными иерархами, которые долгое очень время писали, там, думали на греческом языке. Была такая традиция, да, из Византии это пошло. И если я не ошибаюсь, то культурно греческий язык даже в Римской империи доминировал в определенных кругах. Там потом то, что Мазепа посадил там Петра на престол, и вообще, короче, украинцы там участие активно принимали, что в построении Российской империи, что в построении Советского Союза, который был там реинкарнацией Российской империи. Он это все отбрасывает, хотя историю он знает очень хорошо. И вот Витя упоминал о том, что он раскручивался в украинском информационном пространстве. Он у Юрия Романенко делал прекрасный, на мой взгляд, серию таких как лекций по истокам там идентичности разных стран, в том числе и России. И про Россию он вот раскладывал вот это победобесие, которое Путин развернул в России, и как раз показывал вот этот такой религиозный культ вот этого победобесия, который там разворачивается. Плюс российские историки уже не стесняются, открыто говорят, что государственность российская, она взята от Золотой Орды, от монголов. И как бы вот у них традиции абсолютно восточные, вот этой суперцентрализованной такой власти, где абсолютно, где есть вот вождь один, который обладает абсолютной властью, и ему должны быть все там суперлояльные в подчинении, и все это очень жестко там огнем и мечом управляется. Традиции там демократии западной в России никакой нет.
В Украине же, там, начиная с Руси, или как она там называлась, мы не знаем, как это государство называлось, историки называют его Русь, или там кабинетный термин Киевская Русь, да, там в Киеве было вече, в других городах было вече. То есть это такие зародыши демократии. И эти традиции у нас там сохранялись через государства, которые существовали после падения Руси. Было русское царство, да, или королевство, было казацких государств, целых 2. Там эти традиции не только сохранялись, но и развивались. Потом этот аргумент еще главный Павла о том, что украинцы, значит, не способны там на государственность. Опять же, он откидывает вот то, о чем говорил Витя, такой фактор, как развитие общества. Любое общество проходит стадии развития эволюционные свои, что российское общество, что украинское общество, это в той или иной степени, в большей или в меньшей, домодерновые общества. Соответственно, на каждом этапе развития общества оно формирует разные формы государственности. То есть Павлу вопрос, а к какому государству не способно, типа, по его мнению, украинское общество? Ну, в каком понимании? Потому что государство, если мы будем рассматривать с точки зрения 21 века, не имеет ничего общего там, или очень мало связи с государством там, с точки зрения 18 века, например, или с точки зрения там, Средневековья, или с точки зрения там, государства там, начала нашей эры. То есть государства разные бывают. Мы к одной форме государственности можем быть способны, к другой может быть не способны. Это зависит от нашего степени развития нашего общества. Точно так же, как и российского. Я с такой же могу справедливостью утверждать, что российское общество тоже не способно к государственности в том виде, в котором я хотел бы видеть государственность, там, современную. У них абсолютно архаичное общество с архаичной формой государственности, которая обладает какими-то внешними номинальными атрибутами современного государства. То же самое, там, как номинально и декларируемо Советский Союз был демократией, да, союзным государством, там демократии, правили советы там, и бла-бла-бла. По факту это было сословное общество, скрытое элитарное сословное общество, которое просто прикрывалось вот этой вывеской там, демократических каких-то институтов и процессов. Дивися, я тебе підтримаю і зараз додам вогню в нашу дискусію. Я вважаю, що проект Павел Щелін – це шоу-окна для псевдоінтелектуалів. Як колись Нагієв сказав, коли через 3 роки люди роздуплилися, що це все постанова, нам довелося закрити шоу. От так само, мені здається, буде і з Павлом. Ну, просто беручи суху якусь теорію, там, до Аристотеля звертаючись, натовп, він завжди вибере собі тирана. Павло постійно згадує Ортегу і Гассета з його теорією мас і подібні речі, але він її згадує в контексті, в принципі, Заходу як такого. Окей, можемо припустити, що він до Заходу і там Росію причисляє. Але тоді в такому випадку, що так, що інак, всю цю критику мас її можна приписати і Росії в тому числі. Тому що той самий Путін, він був обраний скільки разів на демократичних виборах, його маса вибирала. Мені здається, що більшість цих людей, вони все одно не під примусом за нього голосували, тому що вони так думають. Це перше. І знову таки повертаємося на те саме коле. До якої тоді державності зграбна, здібна Росія? В Росії відбувається все те саме, може трошки в більш викривленому вигляді, що відбувається і на Заході. Росія в цьому сенсі не відрізняється від Заходу. То чим це тоді краще?
Ну, про те, що Україна там не здатна до державності, мені здається, що це все ну, настільки вже нонсенс, що я не буду це все повторювати, тому що Міша, мені здається, все раціонально розклав. Але виникає тоді питання, ну чим оця державність, яка вона не була там тиранічна чи демократична, чим вона краще за всі ті проекти і за в принципі все те, що відбувається на заході. Ну, це одне й те саме. Ну, один хрін, тільки там не знаю, щось може в стилі якось відрізняється, може там більш брутально і більш жорстоко все відбувається, та й все, та й по тому. І ще одне, як я це все ну, бачу збоку. Мені здається, що ну, в принципі в Росії грають таку гру, як ото ну повторюють те, що і було. Вони використовують якісь схеми, я маю на увазі ті люди, які за цим стоять, які працювали ну, в інакших контекстах, там в контексті царської родини, наприклад, там ну, в контексті, в принципі, що відбувалося в минулому. От їм треба якийсь старець блаженний. От роль такого старця, як колись був Распутін, наприклад, його може грати Дугін. Распутін, він був дотичний до хлистів, у нього там дві справи по хлистовству були, а Дугін, хто він там, я не пам'ятаю, старообрядець чи щось таке, ну теж з такої якоїсь секти мутної. А треба якась фігура, яка була б трошки, типу, ближче до а-ля академізму, до чогось такого інтелектуального, щоб не тільки ж там на Бога посилатися, а ще якогось там розумного слова сказати. От у нас є такий от собі Павло, який трошки підкрав у Кураєва, трошки підкрав у Ортегі Гассета, скомпілював і тепер ходить, проповідує. Так от. Ну, я бы тут, кстати, еще добавил то, что ты, Над, сказала. Когда Паша вообще критикует там Запад, и, ну, мол, Запад там безыдейный такой, ну, да, как бы вот сейчас Запад пытается перебирать все вот эти старые идеи, так Россия тоже топчется по факту на том же самом. Она сама скатывается к вот этой старой своей поповщине, ну, если посмотреть на старообрядцев, то это же раскол вот этот второй половины 17 века, попытка Никоновской реформы, как раз-таки попытка российское православие, его реформировать, его обрядную систему в соответствии вообще с тем, что тогда было, ну, как бы в развитом православии. И все эти течения, как раз-таки, они туда попадали как раз-таки с территории современной Украины. И вот этот раскол, когда произошел, появились старообрядцы, среди старообрядцев в дальнейшем тоже происходит раскол, они делятся на беспоповских и на поповских. То есть часть, вот эти старообрядцы, там, у которых есть какая-то иерархия, это вот можно сказать, что вот это Дугин. А хлысты, вот эти скопцы и пошло-поехало, это были такие наиболее радикальные уже ну, секты, которые там просто они были, ну там, не знаю, в каких-то маленьких группках своих там существовали, у них везде были свои какие-то обряды. И все это, оно тоже целиком и полностью сегодня можно заметить там во всей этой прекрасной российской литературе и во всем остальном. И вообще сам факт, когда Павел говорит о том, что да вот, мол, украинцы там и ну, не способны создать государство, так что он вообще под этим подразумевает? Какой исторический отрезок? Если взять прошлые времена, так тогда идентичность была на основании рода, на основании религии и на основании того, чей ты. Так вот, если посмотреть тогда на всю российскую государственность, так там были две партии. Немецкая и так называемая малороссийская. Ну, вообще, Российскую империю создали Феофан Прокопович, Стефан Яворский, там, Дмитрий Ростовский и прочие выходцы все с территории Украины. Стефан Яворский вообще родился недалеко от Львова современного. Это люди, которые вот тянули, да, модернизировали вот эту, ну, Московию, а иначе они жили бы там в домодерновом своем состоянии, там как бы с царем, как бы и дальше ему поклонялись. То есть буквально выходцы с территории Украины вкладывались в формирование вот этого нового государства. И да, идентичность была на основании религии тогда. И подвязывать это под ну, современную коннотацию, ну так
Может быть, украинцы как раз-таки критикуют тоже современное свое государство, так как они хотят его улучшить? В отличие как раз-таки от общества в России, которые раз за разом голосуют за своего вот этого царя и каким-то образом пытаются критиковать еще за это Украину. Так мы что-то ищем, мы хотим хотя бы что-то как-то построить. И да, мы ошибаемся. А вы просто дальше бьете свою челобитную, как бы, ну, это не ко всем относится, так как мы видим то, что сегодня многие из России уехали и защищают и Украину, и многие как бы ну, на информационном фронте тоже сражаются, в отличие от Павла Щелина, который называет себя там хранителем христианских ценностей, но забыл о том, что, ну, как бы одна из заповедей там не лжесвидетельствовать. Ну, вот здесь как бы даже с христианством у Паши как-то слабовато получается. Там Таня Гукола поправляет меня, что знаем мы название, называлось Русь, это есть в летописях. Ну, может, я ошибаюсь, но, насколько я знаю, летописи писались уже постфактум, там, в 12-13 веке, про 9-10 век. И, ну, то есть это по отношению к тому государству, которое существовало там 9-10 век, это экзоним получается, а не эндоним, не самоназвание. Вот. И я у историков просто это видел, что мы не знаем, как это государство само себя называло. Я не сам это придумал. А по поводу того, что нет уже термина «Киевская Русь» и есть «Русь-Украина», Тань, да, конечно, это в наших учебниках, в украинских. Я же говорю с позиции российской пропаганды, что они называют Киевская Русь, это государство, вот этим кабинетным термином, которые там историки в каком-то 18 веке придумали или в каком. И таким образом привязывают историю Украины к истории России, пытаются, по крайней мере, и придумали там эту Ладогу, короче, и то, что там князь Владимир, значит, пришел из Новгорода в Киев княжить, короче, и прочее, вот этот их псевдоисторический бред. Я тут зачитаю один коментар від Сергія Хаблова. И как итог она развалится, Российская империя активно деградирует, вот только бездуховный Запад постоянно Росіюшку спасает. Так я тут можу додати, що цей захід Росію рятує і в ідейному сенсі. Ну, мені здається, вже мільйон разів і ще до нас говорили про те, що Росія своєї оригінальної ідеї, окрім нігілізму, бо вперше термін нігілізм вжив Тургенєв в цій діті. Окрім нігілізму, вони нічого не придумали. І коли там хтось пише теж нам в чаті, що Щелін мислить не державами, а цивілізаціями, так Росія не окрема цивілізація. Росія – це частина європейської цивілізації. Бо вона повністю європейськими ідеями послуговується. Ну, він може критикувати Європу як людина, яка живе в європейській культурі, в європейській цивілізації, але протиставлять там Європу, яка деградує чомусь там, що типа має народитися в Росії, ну це якийсь бред, тому що Росія повністю залежна в ідейному сенсі від Європи. И мне как раз... Да, ведь давай. Да, буквально одну минуту. Над, я же, если не ошибаюсь, так нигилизм это тоже в контексте критики европейской цивилизации было. Это же тоже вот это все влияние их там культуры, и, ну, то есть это вторичность, опять же. Ну, можливо, да, але я про сам термін. Просто от цей термін його вживають із роману. Ясно, що це все підґрунтя, там уже філософське обоснування, якесь там прояснення методології, не Тургенєв придумав, але він якби описав людину своєї епохи, назвав це явище так-то приблизно, а тоді вже його там осмислили. Ну, можна з натяжкою сказати, що да, що от на такі ідеї, як нігілізм, Росія як мінімум повпливала.
як максимум, то оця ідея там зародилася, і Росія мало не піонером була в цій справі. Але ж знову таки, хто б там що не говорив, але він все-таки йде антитезою до християнства як такого. Тому виникає якийсь повний абсурд. Типу, саме християнство – це засаднича ідея європейської цивілізації, і воно не в Росії придумане. Явно, сорян. І виходить, що це якась така рекурсія, і воно все суперечить самому по собі. Тобто Росія окрема цивілізація, але вона чогось православна цивілізація, чи там християнська цивілізація. Але як ти можеш бути там християнським чи православним і, типу, на своєму смисловому рівні відділеним від Європи? Та ніяк. Це неможливо. Ну, они потому и они такая, знаешь, как тень. Тень Европы смотрят, да вот там, посмотрите, что творит эта Европа, вот какие-то они такие там нехорошие, и пошло-поехало, и поэтому мы тоже можем себе все это позволить. Вот и все. И вот к этому всех открытия просто сводятся культурные. Это ж Да, Миш, мы тебя типичный... перебивали. Да, ничего. Это ж типичный ватыбаутизм, да, когда там эти недопропагандоны российские начинают рассказывать, что а вот Америка, а вот там те, а вот эти. Ну так если вы такие классные, светочи, вот все говно, а вы классные, короче, что вы тогда на других вы равняетесь? Покажите, как надо, ну вот по справедливости, там, да, там, выступите моральным каким-то там эталоном. Что вы как бы говорите, они плохие, значит, мы будем делать как они. Значит, если им можно поступать плохо, то и нам можно поступать плохо. При этом они рассказывают там про свое моральное превосходство, величие и что значит загнивающий Запад, а у нас тут вот мы тут к свету идем. Но это ж тоже банальная логическая ошибка, которая противоречие содержит сама в себе. Так, я тільки що перевірила, нігілізмус – це все-таки, коротше, термін з'явився ще в середньовіччі, і він означав одну із єресей. Так що не Тургенєв його придумав, да, Тургенєв його розкрутив, і мене вже поправили в коментарях. Але, в принципі, мені здається, без Тургенєва і компанії не було б Ніцше, і, коротше, все одно такого розвитку цього філософського напрямку. Я так это же как раз показатель того, что вот о чем вы, ребята, говорили, что Россия не является никакой отдельной цивилизацией, это часть европейской цивилизации, причем вот этот там серебряный золотой век, которым они так гордятся, особенно вот в литературе, это абсолютно европейская культура, она поэтому так и ценится на Западе, потому что это просто классика европейской культуры, а не какой-то отдельной, там, уникальной российской. И абсолютно прослеживается там влияние Байрона на Пушкина, там, и композиторов классических, там, на того же Чайковского, там, Прокофьева и так далее. Они плоть от плоти. И Чехов в Париже там тусовал, и, то есть они находились в постоянной коммуникации с европейской культурой, они были ее частью. И сейчас, мне кажется, как раз их главная проблема, потому что у них вот это когнитивный диссонанс. Они, с одной стороны, гордятся своим культурным прошлым, наработками, которые они получили, встроившись в период расцвета Российской империи в европейскую культуру, и даже в какое-то время выйдя там в лидеры развития европейской культуры. За это их как бы ценят. Классическую там русскую литературу в первую очередь. При этом у них истоки государственности, как я говорил, находятся на Востоке, и они пытаются насаждать вот эту культуру коллективного такого коллективизма, да, начиная там с экспериментов в Советском Союзе,
И сейчас там продолжается то же самое. То есть они, с одной стороны, строят государство по восточным лекалам, при этом они пытаются себя осознавать как часть европейской культуры через свое наследие. И вот через этого Франкенштейна они видят свою какую-то уникальность и свою, значит, неповторимость, пытаются вывести свою собственную цивилизацию. Тогда же Достоевский, которого рекомендует сам Павел читать там в своем телеграм-канале, ну так в переписке Достоевский же сам и критиковал ну, российское общество и их же всю вот эту мракобесную культуру. И не буду как бы достоверно так утверждать, но то, что я читал, Достоевский планировал писать продолжение «Братьев Карамазовых», где вот этот светоч духовности Алёша Попович должен был в итоге уйти там в какое-то религиозное мракобесие и стать то ли террористом, или ну, как бы такой был у него замысел. Ну, то есть это важно понимать, просто Достоевский сам не успел написать продолжение, дабы уравновесить вот эту свою критику братьев Карамазовых изначально, которая там была вот этим разным западным веянием и прочее. Ну и то, с чего я начинал, так как Павла Щелина до сих пор некоторые личности из нашего украинского медийного пространства приглашают к себе в гости, то все будет зависеть сугубо от реакции как раз-таки нашего общества на все это. Поэтому это тоже зависит и от зрителей, которые нас сегодня смотрят. Поэтому ставьте лайки, распространяйте, если вам это видео понравилось. Подписывайтесь на все наши социальные сети. Также трансляция сегодня идет и на моем YouTube-канале. Тоже можете подписываться. Там у меня есть тоже видео, где я более детально разбирал влияние богомильства на российскую идентичность. Ну и у нас на канале тоже в последующем мы будем детально разбирать их философию, культуру, то есть и разных там личностей, которые будут понемножку яд капать в украинское медийное пространство. Угу. И там в чате меня как раз поправляют, что Чехов украинец. Да, так и Достоевский тоже потомок, если я ничего не путаю, выходцев из Украины, там каких-то казацких родов. И Илья Репин, которым русские гордятся, он тоже украинец. И вот это, кстати, отличный пример того, как работает культурная экспроприация и пропаганда России, что у Ильи Репина половина работ, где он писал Украину, украинские пейзажи, они специально прячутся в схронах и не показываются, не выставляются на публику. Зато вторая половина работ, где он писал там Россию и не только, она выставляется в Эрмитаже. Вот они таким образом говорят: смотрите, вот Репин, значит, русский художник великий. Хотя он украинец и идентифицировал себя украинцем и очень любил Украину, там огромная часть его творчества посвящена Украине. И я думаю, что мы можем сделать отдельный эфир по этому поводу, вот как Россия экспроприирует там культурное наследие с народов, которые когда-то входили или сейчас входят в состав Российской Федерации, и пытаются это все выдать за богатство своей какой-то вот уникальной русской культуры, хотя эта уникальная русская культура как раз и складывается из многообразия культуры тех народов, которые там контролировались из Питера или из Москвы в течение там столетий. И мне понравилась шутка в этом плане. Это чисто такое имперское отношение, когда если что-то классное, мы, значит, это делаем вот достоянием культуры титульной нации. А если это какая-то фигня, мы это приписываем каким-то народам, которые, значит, там покоренные или в зависимом положении от метрополии находятся. И Джереми Кларксон когда-то классно
классно на эту тему пошутил, что, говорит, Александр Грэм Белл был очень долгое время каким-то чудаковатым шотландцем, который какой-то херней занимался, а потом изобрел телефон и стал великим британским изобретателем. Вот абсолютно то же самое делает Россия с российской культурой и разными деятелями этой культуры, которые происходят из других народов и культур. Что, ребята, есть еще что-то сказать или будем закругляться и Я обещать думаю, будемо следующие серии? закруглятися, бо я дивлюся, що в чаті там своя дискусія, я не бачу таких якихось запитань до нас, але у вас, в принципі, ще є можливість поставити запитання, якщо вам ви цього бажаєте. Я б лише додала, що, дивіться, ну, не хочеться впадати в крайнощі і займатися якимось лютим кенселінгом цього Павла. В принципі, він як приватна особа може там висловлюватися як то йому завгодно. Мене просто в цій ситуації дуже дивують люди, які його просувають в український медійний простір, і саме український. Ну, це дуже дивно, тому що людина, в принципі, і Україну як ідею заперечує. А там сам по собі в своїх соцмережах, господи, ну хай пише що завгодно, це може будь-хто робить. Інша справа, що навіщо настільки упереджену людину, яка дуже брутально просуває отакий наратив, навіщо її запрошувати, навіщо їй давати можливість оцей наратив просувати, можливість висловитися. Ось це дуже дивно. А яка могла бути альтернатива? Ну, альтернатива могла бути та, що чи людина росіянин, чи не росіянин, але на підтвердження своєї тези вона має ставити, ну, демонструвати процес якогось адекватного запитування, а не просто шукати так звані аргументи або підтасовувати факти до того, в чому вона і так переконана. От. Да, это, кстати, вот, ну, то, что я говорил, и ты, Ната, упомянула, когда Павла как-то тянут в наше медийное пространство, и мы не можем там знать, какие у него семейные обстоятельства или еще что-то, то есть, может, потом как-то это станет нам известно, но на данный момент, вот то, как Миша говорил, Россия пытается приватизировать огромное, допустим, какое-то культурное достояние, вообще, которое создавали выходцы из Украины, так вот это вот такая, ну, небольшой такой момент, когда Павел, просто появляясь в нашем медийном пространстве, называет это все достоянием там великой российской культуры, какой-то цивилизации, и это провоцирует у нас в обществе какую-то отрицательную там реакцию, и мы таким образом просто, да, теряем то, что является нашим, как раз таки то, к чему мы приложились, и мы сами себя как раз таки, ну, не знаю, буквально там кастрируем, то есть вот мы теряем все это. Это вот такой небольшой акцент. Да, и самая главная проблема, поддержу Нату и Витю, заключается в том, что Павла не приглашают, например, там на дебаты, никак не критикуют те тезисы там и точку зрения, которую он высказывает. Его приглашают вещать просто. Я смотрел где-то спиток эфиров украинских YouTube-каналов, где просто ведущий сидит, махает гривой, как говорят у нас в Одессе, и как бы слушает вот этот весь бред, который Павел изливает, и который там, даже если там мы откинем тот факт, что это влияет на умы людей, потому что любая информация, которую вы слышите, она заседает у вас в голове. Даже если вы там говорите сейчас, это херня какая-то, это неправда, он там наврал, все равно этот осадок у вас, этой информации в голове остается, и когда-то, когда вам придется делать какой-то выбор, эта информация вступит в конфликт там, с другой информацией у вас в голове и как-то повлияет на ваше решение. Даже если мы игнорируем просто вот этот факт,
он своими этими речами тупо деморализует украинцев. Потому что он нам рассказывает, мы как бы находимся в условиях выживания нашей государственности. Кстати, вот главная его логическая ошибка, он там говорил, что, значит, война послужила катализатором краха украинской государственности. Но, Паша, как бы то, что почти 3 года уже Украина успешно защищается от великой могучей России с населением, сколько там, в 5 раз больше, да, и второй армией мира, как принято говорить там пресловутой, это как раз-таки показатель обратного, что украинская государственность очень даже состоялась и в состоянии там себя защищать. Да, с потерей территорий, там, да, с большими проблемами, но так и противник как бы не ЛДНР какие-то сепаратисты, а огромная ядерная держава с, можно сказать, неограниченными материальными ресурсами. Поэтому, ну, о чем разговор вообще? То есть подвергая вообще идею там государственности Украины сомнению, он просто деморализует украинцев. Поэтому я не понимаю, зачем люди, там, блогеры приглашают его на эфир. Ради хайпа, ну так устройте с ним дебаты. Критикуйте его. Зачем вы позволяете ему просто бесконтрольно вещать вот это, то, что он вещает? У меня все. Друзья, ставьте лайки, распространяйте этот эфир, пожалуйста, помогите нам достучаться до украинских медиакругов, чтобы Павла перестали приглашать в наше информационное пространство. Как Ната правильно сказала, пусть он там у себя в социальных сетях и там на России варится, говорит, что хочет. Как бы его полное право. Вот. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на спонсорство, если есть у вас такая возможность. В описании к видео сбор на 61-ю бригаду, которая сейчас воюет на Курском направлении, на средства связи, там, старлинки, генераторы и зарядные станции. Примите, пожалуйста, участие в этом сборе в первую очередь, если у вас есть такая возможность. Вот. А остальное там уже по второстепенному признаку. Ну и увидимся с вами в следующих видео. Несите мед.